Привет, друзья! Сегодня у нас с вами очень важный разбор последних событий, ведь уже в этом месяце в Германии серьезно изменятся правила, которые могут повлиять на бюджеты многих жителей. Сначала важное изменение для малообеспеченных семей. Правительство Фридриха Мерца пересматривает систему жилищной помощи, из-за чего часть получателей может столкнуться с дополнительными финансовыми трудностями. Во второй части экстренное предупреждение для автовладельцев. Полиция сообщила о новой, схеме мошенничества при продаже автомобилей в Германии, из-за которой люди могут потерять крупные суммы. И еще один анализ: мы с вами разберем технические рекомендации, которые помогут сократить расходы. Сегодня эксперты автомобильного клуба ADAC рассказали, как круиз-контроль, правильно подобранные шины и использование отопления действительно помогает сберечь сотни евро водителям в Германии. Досмотрите до конца, будет максимально полезно. Итак, друзья, давайте с вами разберем, почему власти во главе с канцлером Фридрихом Мерцем пересматривают правила предоставления жилищной поддержки. Министерство финансов под руководством Ларса Клинбайля поставило задачу сократить государственные расходы. Одним из наиболее обсуждаемых стало пособие Wohngeld, которое помогает оплачивать, вы знаете, жилье более чем 1 миллиону домохозяйств в Германии. Министр строительства Верена Хубертс представила законопроект, предусматривающий корректировку действующей системы выплат, объясняя это необходимостью оптимизации бюджетных расходов. Ассоциация арендаторов выражает обеспокоенность, предупреждая, что подобные изменения могут привести к увеличению числа финансовых споров и росту задолженности у части получателей помощи. Чиновники подготовили серьезные изменения, которые могут заметно повлиять на семейный бюджет сразу по 3 направлениям. Первым делом, друзья, власти примерно в 2 раза уменьшают ту часть дотаций, которая компенсировала расходы на отопление. Вдобавок, существенно меняется базовая формула расчета выплат. Но самым, друзья, обсуждаемым решением стала полная заморозка автоматической индексации этих же выплат. По прежним правилам, вы знаете, сумму пособия регулярно пересчитывали с учетом именно инфляции и изменений стоимости аренды на рынке недвижимости. Очередное плановое повышение многие получатели ожидали 1 января. Теперь же, друзья, этот механизм предлагается вообще отменить. Если раньше общий объем государственной поддержки составлял, внимание, порядка 5 миллиардов евро в год, то после вступления закона в силу этот показатель может снизиться примерно до 3 миллиардов. Верена Хубертс открыто заявляет, что на первом этапе ведомство рассчитывает сократить расходы примерно на 738 миллионов евро. Эту сумму, соответственно, планируется распределить между федеральным бюджетом и бюджетами регионов. Начиная со следующего года объем планируемой экономии по расчетам правительства Мерца превысит уже 1 миллиард евро, что в первую очередь затронет получателей той же жилищной поддержки. Основное влияние этого фискального уменьшения может прийтись и на наиболее уязвимую часть немецкого общества. Статистика профильных ведомств показывает сегодня, что именно пожилые люди составляют больше половины всех получателей государственной поддержки. Из общего списка семей, которых могут коснуться изменения субсидий, весомую часть составляют, внимание, порядка 638 тысяч одиноких и малоимущих пенсионеров, для которых эти выплаты остаются важной частью семейного бюджета. Правда, чиновники оставили, друзья, временный защитный механизм. Тем, у кого на руках уже есть действующее положительное решение ведомства, паниковать прямо сейчас не нужно. Перерасчет и возможные изменения для вас размера выплат начнут применяться только при подаче следующего пакета документов. Обновленные правила инспектора будут использовать, начиная с даты переоформления вашей очередной годовой анкеты. Правозащитники из немецкого союза арендаторов ДМБ открыто сомневаются в обоснованности правительственных расчетов.
По их мнению, если существенно урезать субсидии, часть людей может столкнуться с серьезными жилищными трудностями. Логика социальной системы такова, что те бюргеры, которым перестанет хватать дотации на оплату съемного жилья, будут вынуждены обращаться в другие ведомства социальной поддержки, например, запрашивать более дорогое базовое обеспечение. На уровне городов и общин это может вызвать цепную такую себе реакцию дополнительных расходов. Исполнительный директор Ассоциации помощи бездомным Сабина Бёзинг прямо заявляет, что фискальный маневр кабинета Мерца может оказаться экономически спорным решением на самом деле. По ее оценке, федеральные власти минимизируют собственные расходы, однако большая часть дополнительной нагрузки может перейти на местные муниципалитеты. Именно городам, возможно, придется финансировать временное размещение людей в специализированных приютах и гостиницах, при том, что их бюджеты и так, вы знаете, я вам об этом неоднократно говорил, испытывают серьезную нагрузку. Также при этом чиновники продолжают заявлять о намерении существенно сократить масштабы бездомности, вы знаете, к 2030 году. По последним данным ассоциации БАКВ, в Германии больше 1 миллиона граждан уже лишилось собственного жилья, а порядка 56 тысяч человек остаются без постоянного жилья или даже, внимание, вынуждены жить на улице. Президент Союза арендаторов Мелани Вебер-Мориц открыто заявляет, что сокращение выплат может дополнительно осложнить положение людей, находящихся за чертой бедности. Почти половина малообеспеченных бюргеров вынуждена ежемесячно, я напомню, отдавать за съемные метры около 48% своего дохода, а у многих, друзья, эта планка даже достигает 60% чистых евро. Жилищные субсидии до сих пор остались одним из ключевых инструментов профилактики социальных проблем. Государственная поддержка, вы знаете, полностью помогала семьям вовремя оплачивать аренду, не накапливать коммунальные долги и не доводить ситуацию до тех судебных разбирательств с возможным выселением. И именно благодаря этой помощи многим удавалось удержаться на перегретом рынке недвижимости. Сегодня же политическое сопротивление планам Хубертс стремительно нарастает и в самом Бундестаге. Буквально, вы знаете, возможно, на днях партии «Зеленые» и «Левые» провели экстренные дебаты, представив контрпредложение против уменьшения этих субсидий. Парламентские фракции потребовали от правительства Фридриха Мерца пересмотреть проект Министерства строительства, сохранить автоматический пересчет выплат и не уменьшать компенсации за отопление и сохранить поддержку для нуждающихся граждан. Совместное обращение правозащитных организаций и того же Союза арендаторов уже направлено в бюджетный комитет, который вынесет окончательное решение. При этом, друзья, Мелани Вебер-Мориц настаивает на более масштабных мерах. То есть, по ее мнению, власти Мерца должны не только отказаться от уменьшения, но и увеличить финансирование строительства доступного муниципального жилья. То есть, по ее оценке, именно расширение фонда недорогих квартир способно постепенно снизить стоимость аренды и, соответственно, уменьшить финансовую нагрузку на жителей Германии. А вот дальше, друзья, тревожная история, которая особенно важна для всех, кто собирается продавать автомобиль в Германии. Обычно попытка найти покупателя может неожиданно обернуться серьезными финансовыми потерями. Сразу приведу пример. Житель Регенсбурга решил самостоятельно выставить машину на популярной интернет-площадке, называть ее не буду, однако во время сделки потерял около 1000 евро после сильного психологического давления со стороны предполагаемого покупателя. Этот случай наглядно, друзья, показывает, на какие детали стоит обратить особое внимание во время личной встречи с незнакомыми людьми. В большинстве случаев сделки между частными лицами проходят спокойно и без каких-либо проблем. Однако полиция и специалисты по защите прав потребителей предупреждают, что в последние годы участились случаи мошеннических схем при продаже автомобилей. Некоторые злоумышленники используют психологическое давление, пытаются убедить продавца в наличии якобы серьезных неисправностей вашего автомобиля и требуют немедленно снизить цену.
Именно этап осмотра машины требует максимальной внимательности, поскольку незнакомые люди получают доступ к салону и моторному отсеку. Чтобы, друзья, снизить риск подобных ситуаций, специалисты сегодня рекомендуют заранее подготовиться к встрече, сохранять спокойствие и ни в коем случае не принимать поспешных финансовых решений под давлением. Грамотная ваша предпродажная подготовка бумаг – это ваш тот главный козырь на переговорах, но именно здесь может скрываться одна из самых неприятных ловушек для личных данных. Перед вашей встречей обязательно соберите в одну папку сервисную книгу, счета за ремонт и прошлые акты техосмотра. Эти документы наглядно подтвердят техническое состояние вашего автомобиля и помогут аргументировать его стоимость. Дополнительно учитывайте, что с текущего 2026 года в Германии начали действовать обновленные правила проверки автомобилей с пробегом, поэтому потенциальные покупатели будут внимательно относиться к каждой абсолютно детали. Но особую осторожность стоит здесь проявить при передаче вашей конфиденциальной информации. Эксперты рекомендуют не отправлять незнакомым людям через мессенджеры, например, полные сканы техпаспорта, банковские реквизиты или, например, фотографии паспорта до момента, когда это действительно не будет необходимо. Если вас просят показать свидетельство о регистрации автомобиля, перед отправкой изображения лучше убрать все те самые персональные данные, которые не относятся к самой машине. И еще один полезный, друзья, совет перед продажей – тщательно вымойте кузов и замените хотя бы моторное масло. Эти относительно небольшие вложения нередко помогают произвести более благоприятное впечатление и повысить интерес покупателей к вашему автомобилю. Инцидент в Рейнсбурге наглядно показывает, на какие уловки могут идти некоторые злоумышленники при продаже автомобилей. Местный житель планировал честно продать свой автомобиль за 6500 евро. Однако обычный показ машины на парковке закончился для него дополнительными расходами примерно в 1000 евро. По данным полиции, злоумышленники разыграли целую сцену, приехали на встречу вместе с маленьким ребенком. Пока один из участников активно отвлекал, скажем так, внимание продавца разговором, другой тихонько открыл капот и залил моторное масло в расширительный бачок системы охлаждения. Подобные действия могут привести к серьезной неисправности самого двигателя, если проблему вовремя не обнаружить. Сразу после этого участники встречи начали убеждать владельца, что автомобиль находится в неисправном состоянии, и стали настойчиво требовать снизить цену. Когда бдительный автовладелец отказался менять стоимость и решил обратиться в полицию, участники встречи быстро покинули место. Происшествие попало на домашнюю камеру наблюдения, однако оплачивать диагностику и последующее восстановление автомобиля владельцу пришлось за свой счет. Для защиты от подобных мошеннических схем криминальная полиция Германии настоятельно сегодня рекомендует соблюдать золотое правило 4 глаз. Проводить показ выставленного на продажу транспортного средства в одиночку – это дополнительный риск, которым могут воспользоваться злоумышленники. Возьмите, например, с собой на встречу надежного товарища, соседа или родственника. Пока один из вас ведет переговоры и отвечает на вопросы, второй, что правильно, внимательно следит за происходящим и контролирует сам автомобиль. Не рекомендуется оставлять незнакомых людей без присмотра рядом с открытым капотом, багажником или внутри салона. Проверка подкапотного пространства – это, вы знаете, сегодня стандартная процедура, однако любые крышечки бачков с техническими жидкостями лучше открывать только в вашем присутствии и с вашего согласия. Если же потенциальный покупатель начинает оказывать психологическое давление, настойчиво говорят о якобы невидимых неисправностях или даже требуют немедленно снизить цену, специалисты советуют спокойно прекратить, друзья, переговоры и при необходимости обратиться в полицию. И это еще не все. Сегодня в Германии из-за постоянных изменений цен на АЗС, вы это видите, интернет буквально переполнен всевозможными советами о том, как сэкономить сотни евро, однако далеко не все они действительно работают. Эксперты автоклуба ADAC провели детальный анализ популярных способов экономии, чтобы выяснить, какие действия действительно помогают сократить расходы на топливо.
Начинайте оптимизацию расходов, друзья, в евро необходимо с элементарного обслуживания ваших колес. Результаты дорожных испытаний показывают, что снижение давления в покрышках всего лишь на какие-либо полбара может увеличить расход топлива примерно на 5%. Одновременно с этим шины изнашиваются, вы понимаете, быстрее, а управляемость автомобиля на автобане что может ухудшиться. Еще один важный фактор – это тип протектора. По данным специалистам, зимние шины из-за особенностей своей конструкции способны увеличивать расход, внимания, топлива примерно до 10% по сравнению с летними, поэтому использовать их в теплое время года экономически даже невыгодно. Огромное количество автомобилистов совершает типичную бытовую ошибку, сильно недооценивая влияние аэродинамического сопротивления на общую стоимость вашей поездки. Постоянно установленные верхние ваши боксы или пустые крепления для велосипедов, например, становятся дополнительным источником расхода топлива. Лабораторные замеры инженеров наглядно показывают, что обычная машина среднего класса с установленными пластиковым кофром на крыше может потреблять до 25% больше, друзья, бензина или дизеля при стандартной скорости движения в 130 км в час. Выступающие элементы ухудшают, вы понимаете, аэродинамику самого автомобиля, из-за чего двигателю приходится работать с большей нагрузкой. Деловой совет для экономного автовладельца: по возможности просто-напросто снимать любые навесные какие-либо конструкции на вашем автомобиле сразу после завершения отпуска. Похожий эффект оказывает и лишний груз в багажнике. Каждые дополнительные 100 кг могут увеличивать расход топлива примерно на 0,3 литра на каждые 100 км в городском цикле, постепенно увеличивая те самые общие расходы на заправку. Внутрисалонная, друзья, электроника и климатические системы выступают еще одним дополнительным потребителем энергии, о которых часто забывают просто-напросто автомобилисты. То есть любая функция комфорта требует что? Электроэнергии. Генератор вырабатывает электричество, за счет чего? Правильно, связи с коленвалом, создавая дополнительную нагрузку на что? Правильно, на двигатель и немного, соответственно, увеличивая расход топлива. Обычный кондиционер в жаркий день способен увеличить расход топлива в пределах от 0,3 до 1,5 литра на каждые 100 км пути. Автомобильный отопитель салона в зимний период расходует 0,2 до 0,5 литров топлива за час непрерывной работы. Однако, друзья, впадать в те самые крайности и полностью отключать климат-контроль ради небольшой экономии инженеры все-таки не рекомендуют. Комфортная температура помогает снизить утомляемость водителя и поддерживать концентрацию внимания на автобане. Пытаясь экономить топливо, просто открыв окна на трассе, тоже не всегда эффективно. На скорости около 100 км в час два открытых боковых стекла ухудшают аэродинамику автомобиля, из-за чего расход топлива может также увеличиться примерно на 0,2 литра. Расход топлива во время вынужденных ваших остановок – еще один фактор, который многие автомобилисты недооценивают. Работающий двигатель продолжает потреблять топливо, даже когда автомобиль полностью неподвижен. Официальные замеры инженеров автоклуба АДАЦ показывают, что работа двигателя на холостом ходу расходует примерно от 0,5 до 1 литра топлива за каждый час простоя. Именно поэтому, если длительность вынужденной остановки перед закрытым железнодорожным переездом или на затяжном светофоре превышает 20 секунд, специалисты все-таки рекомендуют заглушить двигатель. Современные автомобили, вы знаете, оснащены заводской интеллектуальной системой Start-Stop, выполняют эту процедуру автоматически. Владельцам более тех старых моделей эксперты также рекомендуют при длительных остановках выключать двигатель вручную. По данным технических лабораторий, дополнительная нагрузка на стартер и аккумулятор при таком режиме эксплуатации небольшая на самом деле, и при исправном техническом состоянии автомобиля не считается причиной преждевременного выхода именно этих узлов из строя. И финальным, друзья, и самым важным фактором экономии выступает личная манера управления автомобилем, то есть ваш резкий стиль вождения с постоянными интенсивными разгонами после светофоров и частыми торможениями может увеличить расход топлива в городских условиях от 10 до, внимание,
40%, а при движении на высоких скоростях по автобанам дополнительные затраты топлива могут составить от 15 до 30%. Еще, друзья, напротив, плавная, предусмотрительная езда и удержание скорости в пределах до 80 км в час помогает добиться максимально эффективного расхода топлива. Сегодня по расчетам специалистов каждые дополнительные 8 км в час сверх этой скорости могут увеличивать стоимость проездки примерно на 7 центов на каждый литр бензина. Друзья, на этой аналитической ноте наш подробный обзор полностью завершен. Завтра я снова буду ждать вас здесь же со свежей порцией самых полезных и актуальных новостей о законах, налогах и ваших деньгах в Европе. Если вам понравился сегодняшний разбор про изменение жилищных субсидий в Онкельт, новую мошенническую схему при продаже автомобилей и технические рекомендации по экономии топлива от автоклуба АДАЦ, обязательно подписывайтесь, поставьте лайк и спасибо за просмотр до самого конца.